Всем привет! Вы на канале Галя из Камбоджи. Я Галя, я живу в Камбодже. И речь сегодня пойдет о бытовухе, а точнее о ремонте. И для тех, кто меня не знает, краткая предыстория. Я живу в Камбодже уже несколько лет, и до этого я жила в Таиланде долго. И вот так получилось, что мы расстались с моим молодым человеком, и я теперь живу одна с собачкой, с маленькой. Ему 18 лет, зовут его Максик. В августе будет 18 лет. Вот так мы вдвоем теперь кукуем. И я переехала в квартиру, которая, мягко сказать, была в плачевном состоянии. Показываю вам мое новое жилище. Вот эту полочку я сегодня собрала. Коврик тоже мой. А здесь у меня будет ботанический сад. Я посажу растения, которые вьются по стенам. И будет здесь красота. И фонарики повешу. И вот туда тоже можно много растений пустить, венков. Жук орет. Так, здесь бардак. Я пока сплю вот здесь с Максиком. Вот там есть кухонный стол. Жуч, что ты кричишь? Ты что кричишь? Оф. Вот здесь у меня холодильник маленький, будет чуть побольше. Сегодня нашла за $125. Наверное, я его и куплю. Да хватит орать, Жуч. Хватит орать, что ты орешь-то? Потому что у него вот здесь варится печенка. Он вот такой примерно, но с отдельной, как он называется, фризер и фридж отдельно, короче. И на него я поставлю печку, и он будет немного жрать, а если мне надо будет, то тогда я вот этот буду подключать. Я имею в виду жрать электроэнергию. Так, тут у меня вот есть плиточка. Здесь у меня всякие дела кухонные. Тоже еще ничего, некуда складывать. Вот полочку еще одну. Надо еще штуки 3, короче, вот так поставить. Тут у меня душевая. Тут у меня задние дворы, сушилочка. Труселя сушатся. Это коробки, это я буду Аленкины вещи упаковывать. Вон у нее тут целая толпа скарба ее. Здесь у меня одна комната, где я разбираю сейчас вещи. Здесь ничего нет, кроме кровати. Вот из коробок сделаю 2 тумбочки. Оля сейчас приедет и будет там ночевать. Подружка. Вот. И вот эта вот комната будет у меня комната-шкаф. Тут прекрасные вентиляторы. Они дуют так, что аж сносят с места. В общем, здесь у меня будет все добро хранится. Вот такой занавески уже мои. Я занавески уже все в первую очередь поменяла. Вот такой вам рум-турчик. Объясню, почему я сделала такой осознанный выбор. Потому что, во-первых, мне нравится сама квартира. Здесь 2 комнаты, здесь продуваемость шикарная, здесь она крайняя. И здесь мимо меня никто не ходит, кроме детей, которые тут носятся местные. У меня светлая часть, мне попадает сюда солнце в гостиную, вот, и когда открываешь 2 двери, здесь прекрасный сквозняк, и вообще не обязательно даже кондиционер включать, даже в жару я включала кондиционер всего несколько раз, а сейчас-то и подавно он не нужен. Ну и самое главное, это цена. Стоит эта квартира всего $100 в аренду в месяц, и это вообще не значит, что вы можете найти такую же, и они здесь на дороге валяются. Нет, нифига подобного. То есть это мне повезло крупно, мне ее просто передали. Вот, поэтому здесь еще, кстати, какие-то льготы есть у них на электричество, поэтому электричество здесь тоже приятно получать в руки, счет на электричество, потому что электричество в Камбодже стоит очень дорого. Вот. И, в общем, все эти вместе совокупности данные мне очень понравились, и несмотря ни на что, несмотря на состояние самого жилья, я решила сюда заехать и надолго. Ну, а так как надолго, я, конечно, хочу жить в хорошем пространстве, потому что в плохом я просто не могу находиться. Поэтому приняла решение сделать ремонт своими руками. И в этом видео я вам расскажу и посчитаем, что я уже сделала. Кто за мной следит, вы смотрели короткие видео, я там показывала, да, как проходил процесс. Что я уже сделала, сколько денег я сюда вложила, и что я еще буду здесь делать, и сколько это еще будет мне стоить, я тоже вам расскажу, потому что я все придумала уже. Поэтому вместе с вами дебет с кредитом посчитаем. И, в общем-то, я буду еще даже ждать ваших советов по некоторым вопросам. Так что, друзья мои, поехали. Давайте начнем с outside. Кто за мной следит, вы видели все процессы. Кто не следит, можете посмотреть в коротких видео.
я все показывала, как я красила. Ремонт в Камбодже своими руками продолжается. И только я собралась докрасить палеты и заснять для вас все это, как ко мне пришла целая группа поддержки и как начали выступать. То есть вот эти вот все пространства, вот это все снаружи, вся вот эта вот стеночка. Ну, я не стала красить. И весь вот этот забор мы докрасили совсем недавно. Ко мне приезжала моя подруга Лена, и она мне помогла, мы очень быстро справились. Для того, чтобы закончить ремонт, нужна всего одна вещь, секретик один. Это Лена. Что я здесь планирую делать? Я, видите, ничего не делаю. Почему? Потому что у меня хозяин занялся какими-то здесь тоже ремонтными работами. Я надеюсь, что он не поменяет вот этот вот заборчик страшно. Потому что сегодня они все опять содрали, всю растительность. И, видите, деревья спилили. Вот там вот на соседнем участке раз. И второе дерево тоже спилено. Я не знаю, они с какими целями. Просто в сезон дождей. У нас сейчас сезон дождей в Камбодже начался. Видите, дождик идет. Погода шикарная. Вот. Они могли его свилить, потому что сейчас растительность будет буйная, и просто все растет и обрывает хоровода. И еще ползут всякие, так как там участок не жилой, то есть там могут быть всякие твари ползучие, змеи в том числе. Поэтому они могли вот с этими целями это все срубить. Кроме того, корни деревьев, вот таких больших, они разрушают фундаменты рядом стоящих домов, поэтому очень часто обрезают вверх, чтобы корни не росли, и, в общем, чтобы все отдавалось опять в новые ветки, вся сила дерева. Может, они с этими целями. Но я очень надеюсь, что все-таки там стройка не собирается. Ну, как-то странно было бы в начале сезона дождей, да, начать стройку. Так что, скорее всего, спилили во благо. Так что я пока вот здесь ничего не делаю в этой части, но планирую. Кто переживает за здоровье Максика, вот он в порядке, вполне себе. Максику 18 лет будет в августе. Будем праздновать, ребята. Так, что у меня здесь за красота? Вот эти вот подушки все я сама связала. Это я очень люблю делать, люблю вязать. Эту скатерть тоже. Это пока табуретка. То есть вместо столика у меня. Так, что еще? Шторы мои, они у меня были. Гардины, видите, нет, просто на трубе висит. Вот эту вот тоже штучку в бутылку поставила, и вот растишку. У нас тут блато все растет само по себе, просто в воде, даже без земли. Вот эти растения я тырю. То есть я стырила на улице кактус. И вот еще вот такую, это тоже вьющаяся лиана большая. А это тоже какие-то косточки от фруктов. Вот, поэтому растения я буду выращивать вот таким, покупать не буду, то есть буду выращивать таким способом. Вот эта штука была здесь, я планирую ее покрасить, если мне разрешит хозяйка. Стулья я бы тоже покрасила, то есть избавиться вот от этой коричневой мебели. Я бы еще покрасила бы и двери, опять же, если разрешит хозяйка. Пойдемте на кухню, это мое любимое пространство, вот, потому что я сюда и сил вложила, и оно было самым грязным. А вот это у меня искусство стало появляться. Это Вика, кто смотрел с ней видео, она мне подарила одну свою работу, а я к ней хожу на рисование. А вот эта вот пробковая доска, я сюда буду вставлять мои заметочки, записи. Но еще пока не купила листочки, то есть вот такие дела. То есть все вот это было покрашено моими вот этими ручками. Да. И причем я красила все маленьким валиком, потому что большим очень неудобно красить, это все брызгается и кисточкой. Ремонт в Камбодже своими руками продолжается. Я вынуждена была перенести ведро с краской домой, потому что дети напали на это ведро, покрасили все вокруг, немножко забора, себя, кота, налили все на пол, утопили в это ведро все кисти и немножко моей обуви. Кухня мне очень нравится, уютненькая, маленькая. Такое пространство, вот эту вот штучку я наклеила, потому что здесь жесть какая-то, и плесень была, я ее уксусом помазала и, короче, все заклеила. Вот это все покрашено, вот здесь вот было просто черное, все вот такое черное-черное. Вот, поэтому сейчас все беленькое. Это мое искусство, это я хожу на рисование по субботам. И вот у меня картина как раз в цвет. Вот такие вот обои, они самоклеящиеся, они пленка. То есть их можно мыть. Рулон 10 метров стоит $3. Мне понадобилось 2 таких рулона. Вот сюда я их наклеила. Вот эту дверь обклеила. Дверь была тоже какая-то ужасная. И с той стороны еще тоже дверь ванная обклеена вот этими обоями. Но на самом деле я купила 3 рулона, потому что с той стороны мне приспичило почему-то сделать другим цветом дверь. И почему-то в тот момент мне захотелось, чтобы она была голубая. Конечно, когда я наклеила, я поняла, что голубой туда вообще не ложится. Поэтому купила
еще вот один рулон и переклеила. То есть там у меня еще половина рулончиков заначки лежит. Так что если что-то здесь испачкается, я просто сниму их. Они очень легко отдираются от стены. Я их сниму и поменяю на новенькие. Вот сюда я купила вот такие вот штучки, гординки. И просто закрываю. А там у меня хозяйственная часть. Вот, стоят такие гординки, что-то там 2500 риэль, то есть 2 штуки, 5000 риэль, это $1.25. Что я еще купила? Это промазать швы, потому что здесь просто были дыры, и через них ползли муравьи. Я все замазала, и муравьев практически не стало. Еще я купила вот такую вот штучку и заклеила здесь край, потому что он был некрасивый. А сейчас как будто красивый, беленький. Не помню, сколько она стоила, потому что какие-то копейки. Ну, посчитаем $0,5. Так, здесь решетку я покрасила, даже не спрашиваю у хозяйки. И еще вот у меня туда рука не пролазит просто, чтобы прокрасить вот эти вот части. Поэтому я их думаю, может быть, а окно это не открывается. Я думаю, может быть, я их заклею какой-нибудь, чем-нибудь заклею, короче. Ну, когда мне захочется. Сейчас мне не хочется. И вот эту вот пленочку я тоже купила. Стоит она $3 на Taobao, плюс доставка $5. Но зато очень красивый свет из нее сюда светит. Очень красиво. Ремонт в Камбодже своими руками продолжается. У меня есть окно на кухне, которое мне не хотелось завешивать. Хотелось, чтобы поступал свет. Поэтому я купила на Taobao вот такую витражную пленку. Она клеится просто на воду. Я, конечно, очень криво что-то там нарезала сбоку. Но вообще не видно, если честно. Вот я ее наклеила просто на воду. И вот я снимаю занавеску, которая закрывала и крыло, мое пространство. Смотрите, какая красота получилась. И я буду использовать вот этот подоконник для цветочков, а саму решетку для декора. Как вам результат? Да, выбор как раз вот этих вот этого цвета из плитки, которая уже в ванной лежала. Здесь в ванной самое сложное было это вот потолок. И мне чего только не писали ребята в комментариях. И у вас все через неделю опять черным станет. Вот там вот была черная такая плесень. Вот. И дурью не майтесь, оставьте все как есть. Вообще, вы знаете, столько было комментов. Очень долго я откладывала этот момент, но все-таки ванну надо доделывать. И вот видите, у меня там какая красота. И я не могу туда добраться, потому что стремянки у меня нет. Поэтому вот табуретка и палка. Посмотрим, что из этого получится. Ну что, мне кажется, мне удалось. Вот все высохло. И практически ничего не видно. Чистый потолочек. Ну все. Поздравляйте меня с готовой ванной комнатой. Еще сетку вот сюда осталось повесить. И вообще будет красота. Вообще, вы знаете, столько было комментариев, которые почему-то по каким-то причинам люди перекладывали на меня свои вот эти вот «нет». Почему им нельзя так сделать, так же, как я делаю? Вот. Миллиард причин. Ребята, ну вот я сделала, вот ничего не появилось. Появится, я опять залезу и еще раз покрашу. Зато я живу не в говне. То есть я живу в чистенькой, беленькой атмосфере. И, на мой взгляд, лучше сделать, чтобы было сейчас лучше, чем ждать вот этих вот времен, когда что-то изменится. Знаете, я столько говна наслушалась, если честно. И нахера ты в этой дыре будешь вкладываться в нее? Короче, Галя, живи в говне, пусть все радуются и будут писать, а что ты живешь в таком говне. Но меня эти комментарии очень веселят, конечно. Я прям смотрю, столько у людей много ограничений, сами себе ставят. То есть вообще непонятно, почему нет. Но сами себе ставят, сами себе запрещают, и всем вокруг тоже запрещают. В общем, я справилась. В общем, у меня ничего не появилось там, и все в порядке. Так, по поводу ванны, что я не могу сделать, уважаемые знатоки, пожалуйста, подскажите мне, как мне избавиться вот от этого вот клея. Он здесь был, и он такой вот, видите, выпуклый, и я ничем не могу его снять. Вообще сюда я хотела бы повесить зеркало. Вот, зеркало вот такое примерно.
но они хорошие, стоят дорого, то есть долларов прям 25, наверное, будет стоить. Это зеркало мне тоже не нравится, я вообще все это пластмасску поубрала, но мне надо тогда на что-то заменить. Вот здесь у меня пусто, вот здесь у меня есть вешалка, и вот, собственно, вот эта вот часть тоже заклеена. В общем, с ванной все в порядке, все, больше ничего делать тут не буду. Я хотела замазать здесь швы, но у меня не получилось. Видите, я везде намазала, короче, все некрасиво, я решила, и пусть так будет. Вот. Что еще? Здесь был только маленький холодильничек, я купила вот этот побольше, и теперь у меня работает 2, и мне достаточно. Мне главное морозилка, в общем-то. И этот холодильник стоил $145. Я купила себе маленький холодильничек, и, короче, чувак его сейчас повезет на байке. Вот такая вот доставка в Камбодже. Все, что угодно к байку привяжут и доставят. Не урони только, пожалуйста. Еще одни смешные комментарии. Почему-то очень многие решили, что я сплю вот здесь на палетах. Нет, ребята, у меня есть целых 2 спальни, и в 2 спальнях есть 2 кровати. Поэтому я сплю на кровати, я не сплю на палетах. Я тут сижу, работаю и вяжу. Я очень люблю вязать. Это моя медитация, под дождь, вообще красота. Вот, поэтому пойдемте покажу спальни. Вот сейчас я живу вот в этой спальне, здесь же у меня сушилка. Что не хватает в этой квартире, так это мебели, потому что кроме кровати здесь ничего нет. Вот этот стеллаж, он не мой. Там на самом деле хранятся чужие вещи, просто я 2 полки освободила и пользуюсь пока. Вот, но мне нужна сюда мебель, потому что, видите, у меня в коробках пока все. И здесь тумбочка тоже из-под робота-пылесоса. Вот, такую лампочку я купила, она в бутылку вставляется. И вот так вот светит, симпатичная. Да, постельная тоже новая купила, классная, такое хлопковое, стоит $20 всего. Вот на таких пуговицах с настоящим пододеяльником, что редкость у нас здесь в Камбодже. Но я заказывала с Taobao. В общем, я пока сплю здесь. Что мне здесь не нравится, это шторы. Шторы мои, но мне не нравится гардина. То есть я думаю, что мне нужны шторы, которые вот, ну, под такую гардину. Вот, то есть это либо просто ткань какую-то я куплю и сама сошью, но пока висят эти, и либо я махну сейчас эти шторы вот на те, потому что здесь вот как раз можно эти крючки повдевать. Попробую, короче, поэкспериментировать. В общем, я пока сплю вот здесь вот, но скоро приедет моя сестра ко мне на пару месяцев, и она будет жить здесь, так как здесь есть кондиционер. И я, кстати, вот мое искусство. Это вообще моя первая картина в жизни. Не судите строго, она мне дорога как память. Вот, это мы тоже рисовали на уроках по рисованию. А вот это вот уже последнее, это, то есть 4-й урок, и видите, уже какие-то переходы цветов я научилась делать. В общем, ну, есть косяки, но в целом прогресс тоже имеется. Вот. Такая медитация у меня теперь, рисование. Ну, очень классно, кстати, рисование для взрослых, и комьюнити классное у нас там англоговорящее, у нас пара человек русскоговорящих, кто ходит туда к Вике, все на английском, но это и прикольно. Вот. И еще одна спальня, она пока у меня используется под склад. Здесь у меня вещи, тоже коробка, видите, и что, кровать, и вот этот шкаф тоже был, шкаф, мне кажется, скоро развалится, я его переставляла, и он весь кривой. Вот эту пленку я тоже купила и обклеила. И получается такой акцентный шкаф. Я хотела его покрасить, но на него краска не ложится. Привет! Вот, поэтому здесь я все стены покрасила тоже. Вообще во всей квартире я покрасила стены. Но на самом деле вот там наверху я не красила, они были чистые. Я красила вот в полный мой рост с табурета. И, видите, даже границ особо не видно, потому что там действительно было чисто. Ну и теперь вот главное, что на уровне глаз тоже все чистенько. Вот, и здесь та же самая история со шторами. Я еще не придумала, что делать. Так, давайте посчитаем теперь, сколько у меня денег ушло на ремонт. Самое дорогое и объемное это была краска. Краску я купила огромнейшее ведро 18 литров, стоило на $22. Я купила краску. Целое ведро, думаю, сразу же, чтобы она была у меня, и я буду постепенно все перекрашивать. И вот так вот мне сейчас ее примотают к байку, и я ее довезу до дома. Как я ее выгружу у себя дома, я еще не знаю.
Я покрасила этой краской, это для интерьеров, для внутренних работ. Но я и забор ей покрасила, потому что не буду же я отдельную краску покупать еще и на забор. Ребята, я хочу вас сразу предупредить, я вообще не страдаю перфекционизмом. Я за то, чтобы делать по силам. То есть то, что сейчас можно сделать, то и делаем. Если сейчас этого сделать нельзя по каким-то причинам, значит, не делаем. Или делаем настолько, насколько это возможно. То есть ждать какого-то там понедельника или денег, или лучших времен я не буду. Я лучше буду действовать прямо сейчас. Поэтому не идеального не надо было. Так что рассказываю вот как есть. И зато быстро. И я эту практику применяю при условии, что она никому не вредит. Ну, понятно, этот ремонт только на благо и хозяину, и мне. Итак, краска $22 за 18 литров. Дальше, что мне еще нужно было? Всякие валики, кисточки, наждачная бумага, чтобы отшкурить эти палеты. Вот за все вот это я отдала $4. Это все здесь стоит недорого. И, кстати, 2 и еще валика у меня не распечатанные, потому что я все маленьким красила, большие брызгаются. Чем они так новые лежат, кому-нибудь подарю. Сами палеты $5 стоят. Пленка, вот это 3 штуки, это на кухню, которое ушло. Да, это $9. И еще 2 вот сюда, это еще на шкаф. 2 пленки, это еще $6. И еще я покупала замазку, чтобы замазать швы. Она стоит 5000 риэль, это $1.25. По-моему, все. По-моему, все, что касается ремонта. Все остальное это уже красота. И здесь, конечно, бесконечное количество денег можно сюда вкладывать. Но я все равно по минималке, потому что как бы я же понимаю, что это не мое, но я надеюсь, что это надолго. Поэтому я здесь надолго. Поэтому мне и не хочется отсюда, собственно, уезжать. А все, если я буду уезжать, либо это уже состарится, и оно отслужит свой срок, да, и уже можно будет кому-то подарить. Но если будет это еще новенькое, то тогда можно будет продать. Дешевле, естественно, но я же попользуюсь. Итак, что мне еще нужно купить? Мне нужен стеллаж вот туда вот в кухню, то есть вместо вот этого, который стоит сейчас, я поставлю высокий большой, переставлю туда сушилку для посуды, и тогда освободится место рабочее на самом столе. Мне нужны тумбы для спален, потому что мебели в спальнях нет, а тумба прикроватная обязательно нужна. Хотя бы по одной, не с двух сторон кровати, тем более я их сдвинула к стенке, а хотя бы по одной тумбочке. То есть 3 тумбы, я уже выбрала какие, и одну вот сюда, потому что мне негде хранить здесь вещи тоже, вот, например, да, сложить, чтобы. Мне нужна тумбочка за дверь, потому что сумки у меня валяются везде, и мне туда нужно, я туда сложу сумки. Мне нужна полочка на кухню за плиту, и я туда поставлю все бутылки свои. Угу. Мне нужен свет. То есть мне не хватает света, хотя он здесь достаточно яркий, но так как я люблю делать что-то мелкое руками, в основном в вечернее время, но мне нужен яркий, хороший свет сюда. Поэтому я выбрала лампу сюда. Она стоит вот $18,5. И 2 лампы мне надо в спальне поставить. И еще я хочу отдекорировать вот эту стенку зеркалами. Либо вообще зеркало повесить. Вот зеркало стоит дороговато, вот поэтому я нашла вот такие вот, чтобы отражали они свет, и тогда пространства будет больше. Вообще зеркало мне нужно, наверное, на колесиках такой передвижной, но это уже я даже не сейчас загадываю, а когда-нибудь я его прикуплю, потому что как девочки без зеркала, согласитесь, очень надо. А сейчас у меня только в том шкафу есть зеркало, и мне этого мало, мне неудобно. Вот, но это, собственно, все из ближайшего. Еще мне надо купить землю, несколько горшочков, для того, чтобы я там все свои растишки начала потихонечку здесь сад-огород делать. А дальше это вот прям, как бы, скажем так, из срочных покупок, которые, чтобы полноценную жизнь здесь создать. А все остальное это уже такое медленное, потихонечку, уют, облагораживать, да, и что-то постепенно здесь улучшать. Можно всегда свое пространство. Я вообще люблю жить в пространстве, которое руками создано. Здесь сразу наполняется энергия. Я даже рада, что здесь до этого никто ничего не делал толком. Но вот Аленушка только, которая жила здесь, до этого она отмыла здесь стены, насколько это было возможно.
потому что это был вообще пипец после кхмерской семьи, которая здесь жила. Вот. Для кхмеров нормальная история. Они почему-то, для них купить банку краски, это прям, о, нифига. Они на меня смотрели, как на кукуруку. Честно, ходили сюда смотреть, что я тут делаю. Но я смотрю, я вдохновила некоторых людей. Там кто-то что-то начал улучшать, сосед начал что-то тоже сверху улучшать. Но он-то нормально. Он немец, кстати, дед немецкий. Он, наверное, постоянно что-то делает. А хозяин вот начал тут что-то с растишками делать, вот с этими вот зеленением, поэтому я сейчас и не трогаю аутсайд, потому что, чтобы ему не мешать, может, у него там какие-то планы. Вот. Ну, в общем, вот такая у меня история. И еще, может быть, я займусь вот этой черной, если мне разрешит хозяйка, этим черным стендом, перекрашу его, а то он выделяется, здесь бросается такая вот грабина, стоит посреди. Если его покрасить светлый, он пропадет. Его станет меньше и как бы не будет занимать такую площадь. Ну, в общем, вот так вот мы с Максиком и живем, друзья мои. И я вас благодарю за вашу поддержку, что вы в меня верите, столько слов, помимо странных, да, сообщений, большая эта часть, огромная часть, это ваша поддержка. Сколько людей тоже сказали, ой, я тоже что-нибудь сейчас лучше. Вот смотрите, за небольшие абсолютно деньги можно сделать, то есть маленький ремонт, маленькое улучшение не требует каких-то огромных вложений. Поэтому для того, чтобы настроение было классно. Вообще классно, когда дома хорошо. Мне очень важно. Я интроверт, я общаюсь с людьми за деньги, на экскурсиях только, и крайне редко со своими друзьями. То есть меня вытащить из дома очень сложно. Я даже не люблю разговаривать по телефону. Кто пытался мне позвонить, вы знаете. И знаете наперед, можете мне не звонить. Я с незнакомыми людьми по телефону не разговариваю. Почему? Не люблю. Ну, не хочу. Голосовые, да, отвечаю, когда мне удобно. Вот, а по телефону нет. Поэтому мне важно, чтобы мое пространство было для меня приятным. И мне кажется, у меня получается это создать. Вот. А еще я хотела вам сказать большое спасибо за ваши донейшены. Очень-очень они мне пригождаются. На самом деле я все откладываю, и уже половина у меня скоплена на камеру. Половина суммы, а это $350, потому что доставка камеры будет стоить почти там 700 полный набор, да, потому что я хочу последнюю версию. Ну, если уж покупать надо лучшую. Там есть просто функция в 4-м DJI, которая мне очень нужна, а в 3-м его нет, поэтому я уж буду копить до 4-го. Вот. И сейчас у нас low season, я много очень времени провожу дома, читаю, много нового читаю, улучшаю свои знания истории. Мне дали шикарную книгу, я планирую ее прочитать, ну, вернее, я этим и занимаюсь, вот, по истории Камбоджи именно. Вот, так что работы сейчас меньше, ну, точнее, ее вообще почти нет, пару раз в месяц. По-моему, на июнь у меня 2 бронирования всего-навсего. Может, еще кто-то приедет. Вот, чисто, короче, на аренду и на поесть. Так что я не знаю, когда я осуществлю все эти мечты, но я хотя бы посчитала уже и буду знать. А знаете, когда вы прописываете четко, да, что нужно, оно все приходит. Так что буду держать вас в курсе. Смотрите мои маленькие видео, да, шорты. Я там больше показываю про ремонт, потому что быстро что-то делаю, сразу же снимаю и вам показываю. Еще раз спасибо вам за поддержку, друзья мои. Для тех, кто хочет поддержать канал, вы можете это сделать. В описании к любому видео есть варианты, как можно поддержать канал финансово. Ну, а бесплатная поддержка всегда пригодится. Это лайк, подписка и комментарий, желательно из 6 слов, связанных между собой. И действительно очень хорошо работает на алгоритмы YouTube. Ну и люди, кто живет у нас не в России, у кого YouTube разрешен, если вы не будете пропускать рекламу, я тоже буду вам очень благодарна. Всем спасибо, до связи, до встречи, пока-пока.